Спонсор сегодняшней стрижки – мнение окружающих, на которые нам плевать, потому что это гранж. Всем привет! Я Диана Болдырева, тренер по мужским стрижкам в школе Диметриус. Сегодня вы увидите стрижку гранж на удлиненные волосы. У моей модели Александра уже длинные волосы, и он хочет чуть-чуть покороче, чтобы еще убирались волосы в хвост. Поэтому я решила, что это будет какая-то такая длина, но не просто отрезанная под одним срезом, будет с градуировкой, будет с текстурой. И в этом видео я еще покажу разницу между срезами филировочной бритвой и опасной бритвой, потому что очень много вопросов от моих учеников. В чем разница? Поехали! Я разобрала вот такие проборы. Это П-образный пробор с теменной зоной, но обратите внимание, что это не прямые линии, а зигзагообразные. Зигзаги я сделала произвольно и сделала глубокие такие зигзаги, чтобы было больше текстуры. Затылочную часть я разделила на две части, на нижнюю затылочную и на верхнюю затылочную. Тоже вот такими проборами. И височная зона осталась у меня, тоже вот такие проборы, зигзагообразные. Все, начинаю стричь с нижней затылочной зоны. Когда вы работаете бритвой, волосы должны быть максимально мокрые. Не влажные, не полусухие, а прям вот чтобы мокрые были. Задаю длину прям сразу бритвой. У всех ощущения разные. Недавно на обучении сказали, что такое ощущение, как будто чешут мозг. И дальше я беру блок треугольника и вот таким образом градуирую. Весь блок я тяну в плоскость на себя. Не по голове иду, а именно в плоскость на себя. Следующий блок я перекрываю предыдущий блок и также буду градуировать. Перекрываю предыдущий блок, задаю длину, чуть длиннее. Моя задача оставить рваные концы, чтобы они были нечеткие. И сейчас я как раз покажу вот эту разницу между срезом опасной бритвой и филировочной. Беру прядь, беру опасную бритву и вот таким образом я срезаю. Обратите внимание, какой срез. Из-за того, что натяжение между пальцами неравномерное, получается и срез такой филировочный. Следующую прядь беру филировочную бритву и делаю то же самое. Получается то же самое. Поэтому отвечаю на вопрос. Разницы нет. Филировочная у вас бритва, либо опасная бритва. Я смотрю, контроль у меня есть, предыдущий срез на прядь, вот она, и от нее прям делаю градуировку. Прям на удлинение, чтобы получились слои. Дальше я стригу височный блок. Обратите внимание, что я сразу не сушу, потому что я хочу в общей массе посушить, именно ломая волосы. Ну, то есть не вытягивая их, а придавая именно структуру, текстуру. Потому что волосы у Александра вьющиеся, и я хочу, чтобы они и высохли, как будто в естественном падении. Прежде чем стричь височный блок, обязательно нужно оформить висок. Вот от этой точки, вот от этой линии, продолжаете линию к вершине уха, и вот эта вот прядь, вот эти вот волосы, это висок. Все, что остальное, это уже
волосы в стрижке. Пока длинные, не сострижены волосы, это сделать удобно. Так заколоть. Готово. Дальше сначала задаю краевую. Ориентируюсь на предыдущие срезанные пряди затылочной зоны. Вот они. И дальше височную зону буду градуировать в плоскость височную. То есть все на себя, не по голове. Прям беру каждую прядь вот этого треугольника и градуирую. Вот у меня контрольная прядь верхней градуировки. Вот тут. Сейчас еще разочек. Вот она. Второй висок стригу аналогичным образом. Я простригла обе височные зоны и дальше перехожу к теменной зоне. Вычесываю все волосы на макушку и одним срезом задаю длину длиннее вот этой пряди на 2 сантиметра. Можете вот таким образом померить, посмотреть, где это 2 сантиметра. И вернуть обратно. И на этом уровне заметить, и на этом уровне отрезать. Отрезать я буду филировочной бритвой, потому что опасной бритвой есть вероятность, что я отрежу себе палец. Таким образом. Прям держу. Все волосы расчесываю на естественный пробор. В данном случае посередине. Вот, и проверяю по длине. Так как я теменную зону перетягивала на макушку, у меня получилось около челки волосы длиннее. Я их соединяю с общей массой волос. Теперь я буду это все сушить просто попрядно вниз, как естественная сушка, просто как будто на воздухе высохли волосы. Сейчас я буду наносить просто гель, обычный гель, не очень сильной фиксации, просто по концам. Теперь представьте, Александр берет бас-гитару и вот такой вот Курт получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, я обязательно отвечу. И нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых видео. Будь с нами, будь с Диметриус. Спонсор сегодняшней стрижки – мнение окружающих, на которые нам плевать, потому что это гранж.